Всем привет! Наконец-то знаменитая компания Samsung порадовала своих фанатов, а также простых пользователей. Дело в том, что компания решила начать новый 2023 год с анонса одного очень, на мой взгляд, перспективного и доступного смартфона. Корейский гигант индустрии представил модель под названием Samsung Galaxy A14 5G. Однозначно смартфон не флагман, даже не думайте. Это средний бюджетный смартфон. Но для подавляющего большинства задач этого хватит с головой. Ровно как и для не особо требовательных игр. Теперь о самом главном. В США за базовую версию Galaxy A14 5G просят $200, а в Европе цена составит уже 230 евро. То есть разница очень и очень большая. В продаже новинка появится в апреле этого года. Версия с поддержкой 5G в абсолютном выражении не такая уж и дешевая, если можно посчитать. Но по имеющимся данным мы можем получить еще один смартфон Galaxy A14, но уже с поддержкой 4G, который будет стоить недорого. Итак, основные фишки смартфона Samsung Galaxy A14 5G. Это PLS дисплей с диагональю 6,6 дюймов, процессор Exynos 1330 или MediaTek Dimensity 700, основная камера на 50 мегапикселей с диафрагмой f1.8, аккумулятор на 5000 мАч, операционная система Android 13 с оболочкой One UI, Core 5.0 из коробки и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Первый Обзор. Поехали! Первое, что хочется отметить, новинка получила достаточно неплохой экран Full HD+, диагональю 6,6 дюйма с поддержкой частоты 90 Гц. Да, не топ, но все-таки достаточно неплохое решение. Экран выполнен по технологии PLS. Многие спросят, что такое PLS? Объясняю, это модифицированная версия панели IPS, в которой улучшено большинство технических параметров и визуальных свойств. Дисплей с основой PLS отличается низким уровнем мерцания и энергопотребления, быстрым откликом, максимальным углом обзора, поддержкой более высокого разрешения и технологией HDR. Но в мобильных устройствах с PLS экраном есть один большой недостаток, который для некоторых людей может быть решающим. Это отсутствие Always On функции. То есть в режиме сна устройство не может отображать время и прочую информацию. Либо это будет слишком затратно. Сердцем смартфона служит новый процессор Exynos 1330. Напоминаю, Exynos 1330 это первый процессор производства компании Samsung в бюджетном сегменте, оснащенный модемом 5G. Это 8-ядерный чипсет с архитектурой 2 ядра Cortex A78 на 2,4 и 6 ядер Cortex A55 на 2,0 ГГц. За графику отвечает Mali G68MC. Процессор изготавливается по 5-нанометровому техпроцессу. Поэтому, имея хорошие технические характеристики, получил TDP-7. Также стоит отметить, что данный процессор в бенчмарк-тестах оказался быстрее, чем Qualcomm Snapdragon 695 и на одном уровне со своим аналогом чипсетом MediaTek Dimensity 820. Данный процессор будет идти только для рынка Европы, напоминаю, а для рынка США предусмотрен процессор от компании MediaTek, а именно Dimensity 700. То есть выбирайте уже сами, но для кого-то, на мой взгляд, и Exynos достаточно интересное решение, тем более он достаточно мощный получился у компании Samsung. Оперативной памяти на выбор 4 либо 6 гигабайт, свои 64 либо 128 гигабайт памяти. Да, не топ, но все-таки для каких-то повседневных
требовательных игр это более чем достаточно. Samsung Galaxy A14 5G располагает встроенной батареей емкостью целых 5000 мАч. Есть быстрая зарядка мощностью 15 Вт. Показатели такие. Спустя полчаса уровень заряда составляет 26%. Через 45 минут аккумулятор зарядился до 49%. Но спустя час 15-ваттное зарядное устройство смогло зарядить аккумулятор до 60%. Хороший ли это результат? Не знаю, напишите в комментариях. Беспроводной зарядки, к сожалению, нет в данном смартфоне. Поговорим теперь про самое главное, это камеры устройства. Тройная основная камера Samsung Galaxy A14 5G имеет главный сенсор с разрешением 50 мегапикселей. Несмотря на кажущееся высокое разрешение, в реальности вы будете получать изображение на 16 мегапикселей. Большое число пикселей обычно используется для их объединения, то есть биннинг. Кто не знает, можете почитать в интернете или посмотреть видео, чтобы повысить чувствительность и прочие нужды вычислительной фотографии. Но также можно сделать снимок и на 50 мегапикселей, но вы лишитесь привычных улучшайзеров, таких как HDR, стабилизация, фильтры, распознавание лиц и прочего. Фронтальная камера выступает на 13 мегапикселей. Стоит отметить, что Galaxy A14 5G стал первым анонсированным смартфоном с Android 13 и One UI 5.0 из коробки Core, конечно же. Клавиатура Samsung также получила новые анимированные пары смайликов, новые наклейки и дополнительную проверку орфографии на базе, конечно же, Grammarly. С этим новым обновлением были улучшены многие другие собственные приложения компании Samsung, в том числе календарь, галерея, интернет Samsung и многое другое. В календаре есть новые возможности для быстрых событий и обмена сообщениями. А Samsung Интернет предлагает больше вариантов поисков. Браузер также автоматически запускается в секретном режиме всякий раз, когда предыдущая серия завершается в этом режиме. То есть действительно фишек очень много, и мы с каждым годом получаем все лучше и лучше оболочку. Это очень важно, это очень, на мой взгляд, похвально. Из особенностей смартфона стоит отметить также слот для карт памяти microSD XC, аудиоразъем 3,5 мм, боковой сканер отпечатков пальцев, Bluetooth 5.2, порт USB Type-C 2.0, габариты устройства 167 на 78 на 9,1 мм, вес 202 грамма. Ну что же, ребята, с каждым годом, конечно же, компания Samsung выпускает все лучше и лучше свои бюджетные и среднебюджетные смартфоны. Почему? Потому что все-таки, как вы можете посмотреть, S-серия и Note-серия уже, наверное, Note-серию мы не получим, но все же не будем загадывать, не имеют таких продаж, как, например, серия А. Как вы знаете, А32, А52 были хитами. И действительно, данные смартфоны раскупали, как горячие пирожки. Куда бы вы ни пришли, в какой бы вы салон ни пришли, вам всегда предлагают А-серию. Вот придите в любой салон и спросите, какой Samsung мне купить. Конечно же, они вам не предложат серию S за 1000, за 1500, за $2000. Они вам предложат А-серию, А30, например, за $300. Покупайте, достаточно неплохой смартфон и так далее. Так вот, на этом компания и зарабатывает деньги. Это очень важная серия у данного производителя. И как вы видите, А14 берет тем, что у него, конечно же, есть поддержка 5G сетей. И, конечно же, на мой взгляд, скажем прямо со старта продаж, $200, если вы покупаете в США, это небольшая сумма, но все же для некоторых людей это решающий фактор. Очень много конкурентов сейчас, Xiaomi, Realme, Huawei и так далее. Действительно, очень тяжело сейчас компании Samsung бороться с данными производителями. А покупать ли данный смартфон, решайте только сами. С вами был канал Первый Обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.